Прежде чем поделюсь отзывом о фильме, нажмите, пожалуйста, на кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые видео. И если вам понравится это видео, поставьте лайк и можете не стесняться писать комментарии. Я посмотрел фильм «Соври мне правду», из чего хотелось бы начать. Наверное, с того, почему я вообще решил его посмотреть. Как-то так получилось, возможно, это происходило только со мной. То есть, фильм часто мне попадался на глаза, знаете, там постеры, реклама, что-то слышал и так далее. Я подумал, ладно, хорошо, у вас получилось, да, нет проблем. Вы хотите, чтобы я его посмотрел, и я его посмотрю. Хотя очень важное замечание, стоит начать с визуальной составляющей еще до просмотра фильма, то есть, с обложки. Честно, я когда вижу такое, я уже стопудово не буду читать ни описание к фильму, не то что начну его смотреть, да, напоминает какое-то дешманское эротическое чтиво, там какие-то романы, да, где красуется женщина с подкачанным полуголым мужчиной, и в самой книге пишут про там какие-то горячие трясущиеся бедра и там пронзание нефритовым жезлом. Вот, прочтите это срочно. Его сильные, мужественные руки исследовали все ее мягкие щелочки. Тут создатели пошли еще дальше и смелее и изобразили это на обложке, да. И второе, это, конечно же, название соответствующее, то есть «Соври мне правду». Какое-то, пафосно-ванильное, типа «Убей меня нежно». И все в таком духе. То есть, если бы я не занимался тем, что пилю отзывы на канал, я бы никогда в жизни не посмотрел бы этот фильм, даже по рекомендации хорошего друга, которому я доверяю, скорее всего, откладывал бы это в долгий ящик. Следующая важная деталь, которую стоит сказать людям, которые собираются посмотреть фильм, это то, что он не про Прилучного, да, спина которого красуется на обложке, к фильму. Вообще странно, что я знаю, как выглядит его спина. Ладно, двигаемся дальше. Сам Прилучный в фильме появляется где-то с середины фильма, а само кино, оно хронометражом 1,5 часа, то есть полюбоваться им вы сможете где-то минут 40. Что такое, если для кого-то это критически важно и просмотр будет только ради него. В главной роли тут 4 человека, но начинается все с пары по имени... А как их звали-то? Да, блять, с пары старшей ее парня по имени Парень, к которым потом присоединились младшая сестра старшей и бывший парень старший, блять. Это нормально невозможно будет обозревать. В общем, без спойлеров и раскрытия сюжета я вам скажу касательно фильма, что одежка фильма, то есть его обложка и его название обманчивые, запутывают и отталкивают, и подсознательно, да, вот не хочется смотреть, что это кажется, что это какая-то сопливая, дешевая мыльная опера, но это не так. На самом деле фильм «Соври мне правду» вышел довольно неплохим. И парень, персонаж по имени Парень старший, не бывший, а нынешний, вы поняли. Он очень напоминает внезапно Данилу Козловского, не на фотке, а в самом фильме, надеюсь, ни одному мне так показалось. Есть у него какие-то схожие черты, плюс голосом он похож. Получается, я дебил еще и какой. Весь фильм крутится вокруг 4 героев, которые находятся за городом в несколькоэтажном особняке, отдыхают на природе и зачем-то очень стильно разодеваются вечером на ужин. Он вышел неплохим, но местами так очень отдавало каким-то спектаклям, в хорошем смысле этого слова, то есть будто смотришь что-то на сцене театра. И вот, я решил вам сказать, что все прекрасно и красиво, ахаха. Что-то типа такого, плюс-минус, да? По крайней мере, мне так ощущалось. И выше касательно фильма, там была очень деревянная ссора, да, в начале. На самом деле не ссора, а типа такие брачные сексуальные игры, после которых обязательно надо поебаться. Дальше пойдет лучше, как в плане актерской игры, так и в плане постельных сцен. Не всегда, но получше. Я к чему это сказал? Опять же, начало может также отпугнуть от просмотра. Горничную найму, хотя бы не придется выслушивать это нытье. Отсасывать тебе тоже горничная будет, извращенец ты сраный. Им что, отключили интернет? Так, порно с конями. Как японки блюют друг другу в рот. С каких пор оральные ласки со стороны женщины и мужчины в женщине, блять, с каких пор это извращение? Можно взглянуть на изображение несколько тысячелетней давности, там, не знаю, греков или еще кого-то там творится такое, отсос как спасибо будет считаться. Вообще, если бы мобильный оператор предлагал услуги секс в миссионерской позе отсос и куни, это называлось бы пакет стандартный. Или стартовый, кому как. В общем, эта сцена ссоры, реально была так себе, хочу вам сказать, и закончилась каким-то неуклюжим сексом. Я до сих пор не понимаю касательно этой сцены, точнее, не этой, а другой, да, будет. Почему изображают секс, когда мужчина входит в женщину, тук-тук-тук,
кто там. Извините. То есть, когда мужчина входит в женщину, она просто так вскрикивает. Просто если что, не надо делать это на сухую. А то все может закончиться травмой для мужчины. Да и на сухую вряд ли это получится сделать. От чего она тогда кричит? Мне кто-нибудь это может объяснить? Нет? В целом неплохой сюжет, он тут и главное, в принципе, местами, честно, конечно, не хватило хороших эмоциональных всплесков от актеров, а так можно глянуть на разок одному или в паре. А на этом все, спасибо за просмотр, до встречи, пока.